Undertale. Сколько приятных детских воспоминаний вызывает подземная сказка. Созданная двумя людьми на движке GameMaker, эта игра завоевала тонну любви, положительных отзывов и уважения. И вправду, трудно представить прошлое десятилетие без плохих шуток Санса, без самого Санса и его мегаломании. Без треков игры половина ютуберов вообще не вдупляли бы, что ставить на фон в роликах. И, конечно, ламповый и поучительный сюжет. Это, безусловно, прекрасная игра, которую и близко не назовешь обычным инди-проектом, каковым она по сути и является. Как уже всем давно известно, в далеком 2015 году инди-разработчик, а по совместительству и композитор Тоби Фокс вместе со своей подругой-художницей Тэмми Чанг 15 сентября выпустили свою игру. И уже через год проект мог соревноваться популярностью с таким инди-гигантом, как FNAF. И вот, 15 сентября 2025 года Undertale исполнилось 10 лет. Первый юбилей. А ведь игра все еще пользуется спросом, так как анимации, песни, фанатские пародии до сих пор выходят. Конечно, да, часть фанбазы ушла в Дельтарун, но об Undertale никто не забывал. Ну и я, как год назад с FNAF'ом, захотел подвести небольшие итоги прошедших 10 лет существования игры. Только в этом видео я хочу поговорить именно о фанатском творчестве, разобрать анимации, ну и глянуть местный геймдев. Поэтому наполняйтесь решимостью, мы забираемся на гору Эббот. Ты правда думал, что это все закончилось? Нет, наша игра никогда не кончится. Пусть пройдет 10 лет, век или целое тысячелетие, я всегда буду твоим самым страшным кошмаром. Ну хорошо, я не буду мешать тебе смотреть это видео, но просто знай, что я за тобой всегда слежу. В этом ролике по большей части будут затронуты фан-вселенной по Undertale. Их было и будет еще очень много. Но так как хронометраж ролика не резиновый, давайте я расскажу об одной фан-игре и об одном фанатском сериале. Эта игра, наверное, не нуждается в представлении, но скажу. Данный проект повествует нам о владельце Желтой Души Справедливости из оригинала. Разработка началась еще в 2016 году, но вот завершилась аж спустя 7 лет, в 2023. И данный проект заслуживает той похвалы, которую он в итоге получил. Ибо по качеству он даже переплюнул оригинал, так как рисовка и геймплейные механики тут проработаны еще лучше. Но давайте по порядку. Начинается все с того, что Кловер, так зовут главного героя из-за того, что в битве с Омега Флау Желтая Душа стреляла клеверами, идет на гору Эббот, чтобы найти пропавших детей, которые так и не вернулись домой. Как вы можете понять, это говорит нам о мотивах Кловера. Он хочет восстановить справедливость, потому геноцид монстров здесь в какой-то степени оправдан. Но давайте сначала расскажу о нейтральном пути прохождения. Кловер падает вниз, и его встречает не Флауи, а Фрогит, однако Ториэль прерывает эту битву, и дальше какое-то время все идет как в оригинале, но при обучении с рычагами мы проваливаемся вниз, в темные руины. Там уже нас и встречает старый добрый цветок, но тут он не пытается нас убить, наоборот, он хочет помочь нам дойти до Асгора.
Также по пути мы будем преследовать вампира Далва, который очень социофобен, но чтобы он не боялся общества, по-быстренькому убиваем его и идем в его дом. Он, оказывается, пытался писать музыку, и это у него получалось очень хорошо. Далее идем и узнаем, что Далв закрыл выход из локации, но на помощь приходит Флауи, и мы идем в Заснежье. Тут же мы знакомимся с Мартлет, королевской стражницей, которая пытается строить головоломки и поймать человека, а также на геноциде с ней будет очень сложный финальный баттл. В общем, это солянка из нескольких персонажей оригинального творения. В дороге мы встретим Капхедов, Медовый курорт, горячие источники и кота, который будет пытаться втюхать нам мороженое в каждой локации. Вы же видите параллель между мороженщиком из Undertale, с Помтоном из Дельтаруна и этим котярой. В конце Заснежья мы встретим Мартлет, которая передумает драться с нами и улетит, потому мы идем, а точнее плывем дальше, но разгоняемся и падаем в совершенно оригинальную локацию — Дюны, которая, кстати, подходит нашему Кловеру, ведь он одет как ковбой. Пройдя через гигантский вентилятор, шахты, танцующего Эль Прима, а также встретив Мартлет, которая решила с нами подружиться, мы доходим до маленького поселения монстров, где находится фантастическая пятерка персонажей. Розовый качок Эд, андайноподобный сын шахтеров Мюррей, карманная воришка Муч и загадочный фанат карт Айс. Ну и их главой является Звезд, который ну прям ковбой. Они ловят Кловера, нашу пернатую подругу сажают в тюрьму, ну и устраивают главному герою несколько испытаний по типу «постреляй по манекенам», «кого переедет поезд» и тому подобное. Также мы познакомимся с подругой детства Звезда, Церобой, которая вся загадочная и хочет нам помочь. Пока что это все, что мы знаем о ней. Но в один момент команду подзадолбало, что Звезд уделяет так много внимания Кловеру, и пока тот отошел, они решают напасть на нас. И честно, мне кажется, что это один из лучших файтов в игре, с красивыми анимациями, музыкой, интересными атаками и вообще пушка. Под конец приходит Звезд, обижается на Тиму и решает, что вся эта ссора произошла из-за Кловера, потому он нас ловит и собирается застрелить. Тоже неплохой бой в стиле ретро-вейва с новой уникальной механикой лассо. В итоге, когда мы его побеждаем, он признает, что это его вина, снимает шляпу перед нами и рассказывает, что на самом деле его зовут Звездар, и он скорее обычный сын фермера, чем ковбой. И то, что он пытался быть таким крутым, было только ради монстров, чтобы те могли отвлечься от проблем с заточением под землей. Также мы навестим его родителей, ну а далее нас ждет путь в Парапром, изобретение мужа Церобы, Чуджина. С нами пойдет и Флауи, который будет нам помогать. В этой локации с нами будут взаимодействовать лишь роботы, и причем у многих из них есть свои уникальные механики, что клево. Также нас преследует робот, созданный Чуджином, Аксис. Он не только по сути является заменой Метатона из оригинального Undertale, но и по факту должен был стать вместо него придворным роботом. Как оказалось, Чуджин был королевским ученым до Альфис, и он создавал робота по заказу Асгора. Но Аксис постоянно сбоил, и все шло не по плану. В итоге Асгор знатно устал от этого и поставил Альфис и Метатона на замену Чуджина с Аксисом. Кстати, даже есть объяснение, почему Метатон заработал, в отличие от Аксиса. В нем живет призрак, то бишь есть душа. Вот он и был как бы живой. Кловер отправляется дальше, в место, которое было и в оригинальном Undertale, Жаркоземье. Но тут оно еще не достроено, та же мафия только собирается переехать, а отель Метатона еще не является собственностью данного робота, и сейчас это ЖК подземный. Далее мы идем на крышу этого здания, и нас встречает Мартлет, которая разбивает колбу с решимостью. Дело в том, что у нее был план: если Кловер будет всех убивать, то она кольнется и станет каким-то лютым боссом. Но так как Кловер никого не убил, как она считает, она решила отбросить этот план в сторону. И, казалось бы, все так прекрасно и хорошо, что лучше и быть не мо...
Теперь начинается без преувеличения лучший бой за всю игру, явно вдохновленный боссом Омега Флауи из оригинального Undertale. Несколько стадий, эпичная музыка, а видеоряд, а эти анимации, еще и вымышленные флешбеки, а в один момент Мартлет, которая... Я просто руки целовал всем, кто работал над этой битвой. Ну а по итогу боя Флауи это все надоедает, и он начинает игру с самого начала. Теперь пробежимся по пацифисту. Тут есть незначительные изменения, но их затрагивать мы, пожалуй, не будем. Теперь по парапрому мы путешествуем вместе с Церобой, которая тоже изучает творение своего мужа. В конце локации нас догоняет Звездар и твердит, что женщина нам что-то не договаривает. Но в итоге она убегает в Жаркоземье, а за ней и Звездар, который попросил Эда отнести нас в Дюны во имя безопасности. Там мы вновь воссоединяемся с Мартлет и идем в дом семьи Церобы, так как Звездар говорил о каких-то записях, найденных там. Мы их находим и оттуда много чего узнаем из лора. Как нам уже известно, у Церобы был муж Чуджин, а также дочь Канака. Однажды Чуджин и его дочь гуляли в Снежнеграде, и в один момент отец отошел от дочери, и та осталась Далвом, тот самый из начала игры, которого спустя мгновение атаковал человек с душой порядочности. Тогда Чуджин создал Аксиса для поимки человека, но робот убил его, тем самым Чуджин заполучил душу. Он попытался сделать сыворотку для превращения души обычного монстра в душу монстра-босса и вколол ее в себе. В итоге ему стало очень плохо, и он уже готовился умереть. Но всю инфу о разработках сыворотки он рассказал Церобе, и их подслушала дочь. Она побежала в тайную комнату отца, где ее нашла мать. Канака убедила Церобу протестировать новый исправленный вариант сыворотки на ней же. Ну и мать Года так и сделала, тем самым почти убив своего ребенка. Она отнесла дочь к Альфис, и по итогу Канака стала амальгаметом из настоящей лаборатории, который накрывает Фриск одеялом, если тот решит полежать на кровати. Цероба после этого яро захотела найти еще одну душу человека, дабы сделать новое зелье и испытать его уже на себе. Узнав все это, Кловер и Мартлет как вне себя бегут в Жаркоземье, где, пройдя через локацию нового дома, тоже из оригинального Undertale, находят Церобу, которую пытается утешить Звездар, но все тщетно. Женщина врубает и своего друга детства, и пернатую стражницу, и берется за Кловера. Наша цель полностью уничтожить маску, которая придала ей столько сил. В конце боя пацифист делится на два пути. Если мы добьем Церобу, то все на нас будут злиться, но мы дойдем до замка Асгора, встретим этого пушистика, и у нас будет бой с ним, в котором мы умрем, и он силой заберет нашу душу. Если же пощадить ее, то она извинится и с ребятами будет думать, что им делать с человеком. В это время Кловер вспоминает свое путешествие, как все монстры страдали, как они устали жить в страхе и несбывшихся надеждах, как они хотят выбраться наружу, и он принимает довольно скорбное решение. Он добровольно отдает свою душу, оставляя свое тело прямо под деревом. Ребята сквозь слезы отдают душу Асгору и вместе с Далвом провожают Кловер, отправив его шляпу и револьвер в речку, которая по итогу ведет на мусорку в водопаде. И это сделано не случайно, так как именно на мусорке Бретти и Кэти из оригинального Undertale собирали себе вещи для продажи, и как раз у них продаются ковбойские принадлежности. Очень приятная, маленькая, но милая деталь. Также в конце игры душу Кловера кто-то зовет на помощь, и мы, конечно, знаем, кто же ее зовет. Теперь самое неприятное – геноцид. Вкратце, тут все довольно похоже на Undertale. На локациях становится меньше монстров, музыка замедляется, мы становимся все сильнее. Однако тут у Кловера есть вполне адекватная мотивация, он хочет отомстить за убитых несколько раз детей, упавших в подземелье. Ну и по итогу мы и вправду убьем всех тех, с кем дружили на пацифисте, кроме Мартлет. Ага, в этот раз она все же вкалывает себе решимость в конце пути и становится заменой Санса. И просто поверьте на слово, бой с ней ничуть не легче боя с костяным юмористом. Я проходил его дня так 2, но по итогу она, подобно бессмертной Андайн, тает от решимости и умирает. Флауи ругает нас за то, что мы создаем слишком много шума, но его мнение нас не волнует, поэтому стираем этот цветок земли, пока тот признается, что ненавидит нас. Далее, доходим до Асгора, но тот, даже не успев понять, что, блять, происходит, ощущает на себе удар справедливости. Мы освобождаем все души и успешно уходим с завершенной миссией. Удивительно, вроде плохой путь прохождения, но судьба у Кловера тут самая наилучшая среди всех путей. Хотелось бы также упомянуть одну печальную деталь. В конце титров нам говорят, что игра посвящена некому Десмонду, и история тут действительно грустная.
Десмонд Дэниел, более известный как Этика, американский ютубер, родившийся в 1990 году, имевший довольно обширную популярность в западном комьюнити. Он снимал ролики и стримил игры, в том числе и Undertale. В особенности хайпанула его реакция на путь геноцида. В общем, в 2016 году Дэниел поддержал фанатский проект Undertale Yellow и прошел демо-версию игры. Однако в 2018 с ютубером начали происходить странные вещи. Внезапное удаление своих каналов, молчание, пугающие заявления его девушки, а 20 июня 2019 года он и вовсе пропал. 24 числа его тело смогли найти в Нью-Йорке, возле воды. По официальной версии, Десмонд в связи со своим биполярным расстройством совершил суицид. После этого события зарубежный фандом Undertale, мягко говоря, впал в шок. Ибо и вправду, все вышло как-то слишком мрачно. В целом, это и был сюжет Undertale Yellow, и мне он очень нравится по той простой причине, что он не изменяет лор, а дополняет его, добавляя ценности к сюжету оригинала. Да и в целом игра кайфовая, видно, что создатели вложили свою душу в проект, за что он и получил большую огласку. Поэтому респект создателям, а мы переходим далее к чему-то более замороченному. Переходим к довольно интересному и огромному по масштабам произведению — Underverse. Это созданная колумбийской художницей Джаэль Пеньялоса альтернативная вселенная. Точнее, сразу несколько вселенных. По сути, на разных АУ и строится сериал, выпускающийся этой же художницей с 2016 года. Но перед разбором именно Underverse давайте окунемся в X-Tale, потому что он является предысторией событий, происходящих в основном сериале. Также сразу скажу, так как тут будет много вселенных, то и альтернативных версий персонажей тут будет ну прям дофига. И запутаться среди них несложно, поэтому если вам станет интересно, то посмотрите ролики по этой теме, потому что я расскажу все максимально кратко. В общем, поменьше воды. Погнали! Для начала познакомимся с двумя персонажами, Инком и Эррором. Они не принадлежат ни к одной из вселенных. Первый находится в Дудл-сфере, это такое место вне пространства, где находятся двери во все вселенные. А второй в антипустоте, белом месте за пределами мультивселенной, где он хранит души своих жертв. Говоря об Инке и Эрроре вкратце, они когда-то оба принадлежали вселенным, но вселенная Инка не была доделана автором, из-за чего тот, разорвав свою душу, выкинул сам себя в сферу, а Эррор пытался что-то сделать со своей решимостью, но в итоге тоже сам отправил себя в пустоту. И они, по сути, являются диаметральными противоположностями друг друга. Инк помогает авторам создавать новые вселенные, в то время как Эррор, наоборот, уничтожает их. И потому неудивительно, что они сражались друг против друга. В один день они договорились заключить перемирие. Никаких разрушений, никаких творений. Эррор осознавал, что кто-то рано или поздно нарушит перемирие, но вопрос, кто будет первым? В итоге из-за перемирия Инк начал скучать, так как ему стали надоедать вселенные, которые уже есть, он хотел новых. И однажды он увидел вселенную X-Tale. В ней в полной пустоте существовали два дитя, Фриск и Чара, и монстр, X-Гастер, душа которого была наделена особой функцией перезаписи. По сути, существо с перезаписью могло творить все, что угодно. И X-Гастер как раз думал, что ему создать в этом мире, чтобы было интересно. Инк познакомился с ним и показал Дудл-сферу, дав вдохновение Гастеру. В итоге вселенная X наполнилась жителями, и Фриск с Чарой провели в ней свою жизнь, успев повзрослеть. Но X-Гастер начал понимать, что вселенная ему наскучила, так как ничего интересного не происходит. И тогда он сбросил таймлайн, уничтожив весь мир, кроме детей. Как итог, он сделал это далеко не один раз, разбивая сердце детям все сильнее. То он убивал Асгора с Ансом, то настраивал разум Фриска на геноцид, то сделал так, что никто из монстров и людей больше не знает детей, из-за чего их никто не хотел принимать. И в этом таймлайне в один момент Фриск и Чара напали на Альфис, так как та была ассистенткой X-Гастера, и она все знала о сбросах таймлайна, но за нее заступилась Андайн. И после того, как ребята рассказали ей всю правду, а Альфис подтвердила, что так и есть, она предложила их тренировать, дабы победить создателя вселенной. Но Фриск отказался, потому Чара в одиночку натренировался и уже собирался вместе с Ребехой атаковать Гастера. Но тот, узнав о предательстве Альфис, перезаписал ей разум, и теперь та не может испытывать какие-либо эмоции. Потому она направляет всех монстров против Чары. Сам же X-Гастер обменивается с человеком половинками души, и теперь у них обоих по половинке души Создателя и Человека.
Ученый сделал это ради того, чтобы обрести бессмертие, которое ему нужно, чтобы быть в безопасности. Чара же, так как получил часть воспоминаний, пришел к взаимопониманию с Иксгастером. Далее ученый пересоздает таймлайн вновь и приступает к эксперименту. Душа Фриска из-за его желания бездействовать полностью опустела, и потому душу Чары засунули в тело Фриска. Так и появился эксперимент Иксгастера под названием «Событие X». К слову, телом события завладел Фриск, но также в нем присутствовал дух Чары. Гастер просит Фриска научиться создавать творение, и тот воспроизводит на свет всеми любимого Метатона и проводит весело время с ним. Но в один момент создатель говорит, что творение ужасно, и просит дитя уничтожить его. В итоге дух Чары, завладевший Метатоном на время, пытается убить Гастера, но терпит поражение. После таймлайн пересоздается, и к ученому приходит Инк, дабы поинтересоваться, как у того дела. На что Иксгастер в ответ рассказывает о событии X и просит, чтобы Инк забрал часть души создателя у него для гарантии безопасности. Скелет выполняет просьбу, сам же Гастер делает вид, что часть души создателя все еще при нем и запугивает дитя этим. И теперь ученый не может никак пересоздавать и влиять на вселенную, но может сбрасывать таймлайн благодаря части души Чары. Но также стоит учитывать, что из-за каждого сброса сам Гастер становится слабее. Собственно, из-за отсутствия части души создателя, ученый стал по сути частью мира сего, и теперь должен жить среди всех. Событие X в один момент психует и сбрасывает вселенную до момента, когда все основные герои еще были детьми. Он падает в подземелье, растет вместе со всеми монстрами и уничтожает барьер. Но также дитя не раз пытается убить самого себя, чего мы не одобряем. То залезает на дерево, чтобы спрыгнуть, то настраивает с помощью перезаписи людей против себя. В общем, хочет поскорее освободить себя от мучений. К слову, из-за ненависти людей к Фриск, Санс и Папирус вступают в королевскую стражу, так как хотят защитить дитя. Однако сквозь время во сны к Сансу приходит дух Чары, и благодаря ей он узнает о всех предыдущих таймлайнах. И в один день Фриск с помощью перезаписи заставляет скелета напасть на него. Однако Иксгастер, осознавая всю ситуацию, спасает ребенка и делает сброс до того момента, когда Санс еще ни на кого не нападал. После этого Фриск рассказывает всю правду костяному шутнику, что именно он заставлял скелета пытаться убить его. Санс в гневе осуждает Фриска и говорит, что жалеет о том, что любил его. Тогда дитя нападает и побеждает. Но приходит Иксгастер и сбрасывает таймлайн, и во время этого Фриск с духом Чары замечают, что у создателя нету как раз половины души создателя. И потому после сброса Фриск возвращает воспоминания каждому монстру о предыдущих таймлайнах, а те в свою очередь нападают на Санса, так как тот пытался убить ребенка. Позже, оставив скелета при смерти, монстры переходят к Иксгастеру, а тот, как ебанутый, радуется и говорит, что одного элемента не хватает. И тут появляется Санс, убивает всех и вся, а также ворует душу у Фриска, тем самым уничтожая всю вселенную и перенося дух Чары в свое сознание, и становясь Кроссом. К слову, остатки Иксгастера были перенесены в Дудлсферу, и там он будет в последующем следить за событиями Андерверса первого сезона. И я, кстати, объясню, почему Кросс так хотел душу Фриска. Он хотел получить возможность перезаписать вселенную и создать самый обычный мир, где не будет тех, кто может руководить этой вселенной. Однако, так как половинка души создателя принадлежала духу Чары, у Кросса нет возможности делать перезапись. А это значит, что все убийства были по сути бесполезны. И теперь Кросс, оставленный на произвол судьбы в белом пространстве, под давлением Чары думает, что уничтожение вселенной X — это его вина, и он хочет вернуть ее обратно. Однако сюда приходит Инк, дабы навестить Иксгастера, но находит нашего Кросса и приободряет его. Конец Икстейла. Хочу сказать, если вы не поняли половины сюжета, то не переживайте. Чтобы написать этот текст, я помимо сериала просмотрел комикс, Википедию, 2 больших ролика на ютубе, потому что сюжет в Икстейле и вправду очень сложный и тяжело запоминающийся. Однако хочу вас обрадовать, так как с Андерверсом ситуация, в какой-то степени полегче. Поэтому вдыхаем, 1, 2, 3 и погружаемся в путешествие по альтернативным вселенным Андертейла. Мама, папа, я так хочу домой. Помогите. Мне так одиноко. Мне безумно страшно.
Все начинается с того, что Санс из оригинальной вселенной пацифистского таймлайна вдруг неожиданно оказывается в белом пространстве. Он видит ребенка, которым оказывается Икс-чара в теле Кросса. Та забирает у него половинку души и собирается добить, однако приходит Инк и останавливает битву, спасая Санса и возвращая того обратно в свою вселенную. Инк объясняет, что раньше Кросс держал контроль над своим телом, дружил вместе с Инком, и они игрались вместе. Но в один момент появился Эррор и украл у Кросса душу, после чего он оказался сам не свой. И, как оказалось, Чара начал давить на скелета морально, говоря, что именно из-за него их вселенная и была уничтожена. И тогда Кросс начал действовать под руководством человека. Также Инк предлагает Сансу отправиться с ним за поисками второй половинки души, которую забрал Кросс. Однако наш добродушный скелет говорит, что это его не волнует и доверяет это дело Инку в одиночку. Тем временем Кросс думает о восстановлении своей вселенной посредством воровства частей других версов. Но он с Чарой не знают, как попасть в стороне от оригинальной вселенной, путь которой Чара запомнил еще давно. И тут к ним приходит Найтмэр, который обещает им помочь с путешествием, взамен на то, что те будут питать его негативными эмоциями, на что ребята соглашаются. Их разговор замечает Дрим, друг Инка и брат Найтмэра. Он понимает, что дела идут не туда и хочет рассказать об этом Инку. Говоря о Найтмэре и Дриме, это персонажи одной вселенной. Не буду их историю рассказывать, но вкратце первый очень негативный и он питается негативными эмоциями, а также он может находить кого-либо в мультивселенной, если тот чувствует что-то негативное. А второй по сути такой же, только наоборот, вместо негатива позитив. Через некоторое время Сансу становится плохо, и он вызывает Инка, попутно рассказав Фриску обо всем, что сам узнал от художника. Ну и собственно Санс отправляется в путешествие по мультивселенной. Как оказалось, Найтмэр переместил Кросса в Вандерфелл. Максимально кратко говоря, это вселенная, где все персонажи стали более негативными. Что уж говорить, тут местный Санс боится местного Папируса, так как тот может его наказать. Собственно, одетый в темно-красную одежду скелет и встречает Кросса. Там потом происходит битва, после которой Кросс забирает кусочек Сноудина и перемещается вместе с ним в пустой Икстейл. Инка внезапно ворует Эррор и обещает, что если тот нарушит свое обещание, то пожалеет об этом. Но правда у меня все еще вопрос. А Эррора не волнует, что он по сути сам вмешался и забрал душу Кросса? Ну, просто по приколу? Окей, погнали дальше. Кросса в его собственной вселенной встречает Фреш Санс. Короче, это Санс, внутри которого живет паразит, который питается его эмоциями. И по сути Фреш вообще ничего не чувствует, но зато он постоянно веселый. Но еще его боится даже Эррор. Далее Кросс на время освобождается от духа Икс-чары и после доброжелательной встречи с Найтмэром отправляется в Вандерсвап. Это вселенная, где все поменялось местами. Типа Фриск и Чара, Санс и Папирус, Асгор и Ториэль, Альфис и Андайн, Метатоши и Напстаблук и так далее. В общем, сюда также пришли Инк, Санс, Фэл и объединились с местным Свап Сансом. И вместе со Свап Папирусом они одолели Кросса. Санс забрал свою душу и все пошли гулять, пока внезапно не появился Икс-чара. Забрал душу у Свап Чары и с помощью кнопки перезаписи начал издеваться над персонажами Андерсвапа. По сути, это, наверное, сюжетная дыра, так как часть души создателя, которая принадлежала Чаре, находится у Эррора, но да ладно. Вернемся обратно к издевательствам Чары. В один момент все перезаписанные ею персонажи перестали контролироваться, и тот же добренький Свап Санс начал нападать на нее. Однако фигура, которая на мгновение появилась за ним, дает нам знать, чьих рук эта перезапись. Да, Икс-Гастер возродился, и Чара, понимая, что они сейчас со Свапом на равных, с подсказкой Найтмэра решила сначала убить Свап Папируса. Отмотаем на 10 минут назад. Санс и Фэл были перемещены Кроссом в Икстейл, где находится Дрим. Он с ними познакомился и сказал, что чтобы вернуть их обратно к битве, он должен почувствовать положительные эмоции там. Возвращаемся вперед. Когда Чара напал на Свап Папируса, то на того нахлынули положительные воспоминания за прожитую жизнь. И потому Дрим смог переместить сюда Фэла и оригинального Санса. И второй подставил себя, чтобы защитить Папируса. И, о чудо, Чара не убил Санса, а порезал банку кетчупа, которую скелету дал оригинальный Фриск в самом начале сериала. Потом Найтмэр забирает Чару, и они сбегают в Икстейл. Все Сансы убегают из Андерсвапа, так как он вот-вот разрушится. Ну а Папирус с Чарой остаются тут, дабы пожертвовать собой. Тем временем Найтмэр говорит Чаре о подробностях их договора, и то, что теперь он полностью владеет им. Потом появляется Икс-Гастер, который просит ассистента Альфис перезагрузить поломанные вселенные, то бишь Андерсвап и Фэл. Потом Эррор узнает от Фреша, что код других вселенных перемещался в Икстейл, и все. Эррор осознает, что Инк нарушил обещание и разрывает все листки со вселенными нафиг. А Инк смотрит на это
но ему уже все равно. У него кончились запасы эмоций, которые ему дал последний раз флакон. Позже Иксгастер забирает душу Кросса, убивает Фэла и Свапа, перенося оригинального Санса домой, восстанавливает душу Икс-Чары, прощает Кросса и зовет присоединиться к ним. Ну и на этом конец первого сезона, и после просмотра у меня в голове было примерно следующее. Тачку я завел после пивка. Это череп или Санса башка. Пошути, жизнью рискни. Гоню под 100 миль в час. Из какой ауз бежал этот гад. Надеру же твой костяшливый зад. Замолчи, про мать не шути, иначе там пизды. Я мог бы вам рассказать и про второй сезон, так как он во многом лучше. Но, во-первых, хронометраж ролика далеко не резиновый, а во-вторых, если вы еще не смотрели второй сезон, то я оставлю вам интрижку и скажу, что вот он реально интереснее первого. И по итогу, какой мой вывод? Однозначно, в плане сценария Underverse напоминает фанфик школьницы, однако X-Tale и второй сезон показали, что Джаэль может превратить эту историю во что-то действительно профессиональное. Ведь тут даже есть мораль, что никто не вправе решать, как кому будет лучше жить. И это не только показано на Иксгастере. Взгляните на Икс-Чару и Кросса, они оба хотели создать свою вселенную под предлогом, что так будет лучше, хотя по сути они бы делали то же самое, что и сделал с ними создатель. В общем, давайте пожелаем художнице удачи, чтобы она смогла реализовать проект так, как она того желает. Я совсем один. Разумеется, такая великая игра, как Undertale, не могла остаться без упоминания в каких-либо сериалах или играх, поэтому давайте я расскажу о некоторых пасхалках и отсылках на подземную сказку в других крупных проектах. В этой игрушке есть целых 3 отсылки на творение Тоби Фокса. Во-первых, это сыр и нора с мышкой. При взаимодействии Яндера произнесет фразу, полностью отсылающую на Undertale. Мысль о том, что однажды мышь вылезет из своей норы и доберется до сыра, придает вам решимости. После этого пойдите в оккультный клуб, где у черепа один глаз станет светиться голубым, отсылая на Санса. Говоря о комике-скелете, в игре также можно включить режим Bedtime, в котором вы буквально превращаетесь в Санса, и у вас даже атаки полностью копируют бой с ним. В игре есть скин куба с головой Санса, который, к сожалению, сейчас получить невозможно. В шестой части игр про Генри Стикмана при встрече с мистером Макбетом начинается бой, который по стилю копирует Undertale, а также в одном моменте, когда Генри ломает телепортатор, на мгновение появляется голова Санса со словами «Bedtime». В пятой серии Жуткого месяца можно заметить чуваков, одетых в костюмы бойфренда из Friday Night Funkin' и Санса из Undertale, который, кстати, произносит You're gonna have a bad time. В Among Us есть целый сет скинов по Undertale, и это не отсылка, а полноценная коллаборация, которая была между этими играми, но не упомянуть ее я никак не мог, тем более Тоби Фокс Дельтаруни оставил отсылку на Among Us. Крис, обязательно в каждую заглядывать? Ну, типа, подозрительная она какая-то, эта комната. Особенно та вентиляция. Ха-ха, неплохая отсылка, Сьюзи. Чего? Отсылка? Все, молчу. Давайте подведем итоги прошедших 10 лет существования подземной сказки. Тоби Фокс вместе с Тэмми Чанг создали безусловно прекрасное творение, наполненное теплотой, любовью, здравой мыслью, и сказать, что Undertale плохая игра, и язык не повернется. В нее хочется возвращаться раз за разом, чтобы найти то добро, которого так не хватает в этом мире. Хочу сказать спасибо Ксенку за помощь в монтаже видео, а также большая благодарность Рикизи за то, что сделала несколько артов для ролика и помогла в озвучке. Ну и разумеется, спасибо тебе, зритель, за то, что досмотрел аж до сюда. Сохраняй любовь и решимость в своем сердце. Спокойной ночи.
Привет, Фриск! Прошло целое десятилетие с тех пор, как ты освободил меня и всех монстров из подземелья. Но знай, все наши души все еще постукивают в унисон с твоей. Поэтому прошу, мой друг, не сдавайся. Сколько бы препятствий и сложностей не было на пути, ты все сможешь. Мы верим в тебя. А пока что пойдем к маме. Она приготовила наш любимый пирог.